Всем привет из Египта! С вами Виктория. И поскольку мы сегодня будем говорить о брачном контракте Орфи, с вами еще и помощник адвоката Наталья. И сейчас она подробно расскажет все об этом документе. Сегодня я хочу с вами разобрать очень интересную тему, как построить законные отношения с мужчиной в Египте. Прежде всего мы должны с вами помнить, что Египет – это мусульманская страна. И любые отношения между мужчиной и женщиной не разрешены вне брака. В Египте любые отношения между мужчиной и женщиной начинаются с орфи. Это брачный договор между двумя личностями, которые не требуют официального заверения. После этого мужчине и женщине разрешено совместное проживание. Если по какой-то причине полиция потребует у вас документ орфи, и у вас его не окажется, вы будете доставлены в полицию, где с вами будет проведена беседа о законах Египта, проверена вся документация. После этого дело направляется в суд, и судья может даже вынести решение о депортации женщины, если она иностранка. Ну, это о таких негативных моментах. Также с орфи начинается оформление легального брака. Он входит в перечень документов, который подается для оформления. В орфи можно находиться всю жизнь. Это все зависит от мужчины. Если, допустим, у него нет денег, а оформление легального брака в Египте – это очень дорого, вы можете с ним проживать в орфи постоянно. Итак, хочу сейчас подробно рассказать, как же правильно и безопасно оформить орфи соглашение. Вы должны оформлять обязательно в присутствии адвоката, чтобы в дальнейшем не было никаких проблем. Также приглашаются 2 свидетеля мужчины или 4 женщины. Вам выдается специальный бланк на арабском и английском языках, где вносятся все ваши паспортные данные свидетелей, и также может быть внесен брачный подарок. Но при орфи это не обязательно. В конце документа ставятся подписи ваших свидетелей и адвоката. Также печать адвоката. Они еще любят, конечно, отпечатки пальцев очень ставить, но это не всегда. 1 экземпляр выдается мужу, 2 жене, и 3 остается обязательно у адвоката. Если в дальнейшем возникают какие-то проблемы, вопросы, вы всегда можете обратиться к адвокату. Такая процедура в Хургаде стоит приблизительно 200-300 египетских фунтов и не составляет большого труда. Хочу обратить ваше внимание, какие же подводные камни могут быть при оформлении орфи брака. Прежде всего, что интересует наших женщин, будет ли им предоставлена виза. При оформлении орфи виза не предоставляется, вы остаетесь на той же туристической визе. Ни о каком виде на жительство, гостевой визе не может быть и речи. Также в отелях Египта вы не можете поселиться совместно, это тоже вам не дает на это право. Мужчина при этом может иметь несколько браков, да, в том числе и легальных, это вполне допустимо в этой стране. Женщина же только 1. Если выяснится, что она имеет еще какие-то брачные соглашения, она несет криминальную ответственность. Мужчина может в любой момент прекратить брачное соглашение, просто ликвидировав документ, допустим, порвать его, и брак считается законченным. Если же женщина хочет развод, в таком случае, если мужчина не согласен, она это делает только через суд, самостоятельно это невозможно. Если в этом браке появляются дети, мужчина должен их обеспечивать как в браке, так и вне. Если, допустим, он отказывается от этого, эти проблемы тоже решаются через суд. И если мужчина отказывается от своих обязательств, говорит, допустим, что это не его дети, тогда женщина обращается к адвокату,
делается ДНК-диагностика. Если подтвердится, что это его дети, он тоже несет криминальную ответственность. Ну, собственно говоря, мы с вами такие главные моменты, ключевые, разобрали. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, если вы будете нуждаться в какой-то юридической помощи, всегда, пожалуйста, обращайтесь. Я и Виктория вместе с вами. Старайтесь при любых отношениях прежде всего думать головой, а не своими чувствами, чтобы преобладал всегда в отношениях все-таки разум, потому что этот шаг очень серьезен, и вы не знаете, чем может обернуться это для вас в Египте. И если мужчина вам будет предлагать оформление орфи брака без адвоката, никогда на это не соглашайтесь. Дорогие друзья, мне Наталья понарассказывала множество историй, связанных с заключением и расторжением брачного контракта Орфи. Она вам обязательно расскажет, но это будет в следующий раз уже. А сейчас мы с вами прощаемся. Желаем вам счастья. И, конечно, главный момент. Обязательно подпишитесь на мой канал, ставьте мне лайки, пишите комментарии. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пока-пока. До скорых встреч. Много интересных моментов с оформлением орфи. Конечно, люди стараются к этому относиться серьезно, но бывают очень смешные моменты. Вот, например, недавно приходила пара, он египтянин, она такая женщина в возрасте с Китая. И да, видно, что она такая не бедная довольно, и было где-то понятно, почему все это происходит. И вот начинается оформление, но прежде всего еще такой момент, что там спрашивают вашу религию, обязательно вносится в этот документ. Она долго искала подтверждение того, что она христианка. Это было так очень забавно, что с Китая вот, женщина именно христианка. И потом дошло до того момента, когда нужно внести брачный подарок. И он долго думал, что же этой женщине такое можно преподнести. В конце концов достает 1 фунт египетский, да? И начинает ей преподносить этот фунт. Она в таком шоке была. Она выбрасывает эти деньги ему назад в лицо. Он ей доказывает, что она должна это взять. Она не понимает, почему. В результате они чуть там не подрались на этом фоне. Но забрали этот брачный контракт таки. И получается, что ушли несчастливыми лицами, а как бы с таким расстроенными за этот фунт. Он ее что-то уговаривал, она пыталась это принять, почему это все происходит. В результате эта пара через 2 дня пришла и расторгнула брак. Серьезно? Да, так что вот такие моменты тоже бывают интересные. Вот люди начинают что-то понимать буквально на этапе оформления документа. Так что все бывает в жизни. Думайте, прежде чем что-то делать.